Ребят, всем привет! Решили накрутить фарша на мясорубке, а снова наматывает на ножи жилки, мясо и не хочет нормально крутить. И вам это все уже надоело. Сейчас мы быстро сделаем дефектовочку, разберем, в чем причина и устраним это все. Не так уже это все и сложно, делается очень быстро. Первым делом начинаем разбирать нашу мясорубку. Первым делом давайте осмотрим ножи. У нас мало того, что ножи должны быть острыми, этого мало. Должна быть плоскость вот здесь. То есть не должно быть ни ям, ни горбов на самих лезвиях. Должна быть максимальная плоскость. Если у вас все эта плоскость есть, отлично. Если нет, все равно сейчас в процессе заточки мы это все будем убирать. Для того, чтобы заточить ножи, достаточно просто зайти в магазин, купить вот такой вот накладной круг. Он стоит вообще копеечки. Желательно 150 или меньше. Все зависит от вашего терпения. Чем меньше зерно, тем лучше заточка, но она более долгая и трудоемкая. Для начала 150 будет за глаза. Главное, чтобы у нас была идеальная плоскость, чтобы оно нигде не выпирало. Берем наш нож и вот так круговыми движениями начинаем осуществлять заточку. Время от времени вот так проворачивая. Почему именно так? Чтобы у нас полностью была привалочная плоскость именно лезвия всюду одинаковая, а не перекошенная. После того, вот когда вы все заточили, проверьте обязательно, чтобы у вас вот здесь было все плоско и отлично. Чтобы не было нигде просветов и зазоров по самим лезвиям. Потому что если будут просветы и зазоры, будет проскакивать жилки и мясо, будет плохо крутить. Как индикатор могу подсказать, вот допустим берем обычный тот же маркер и зарисовываем наши вот блестяшечки. Вот мы зарисовали, да? И у нас это будет как индикатор. Вот, маркером зарисовали. И начинаем вот так, прикладываем, чтобы плоскость была. И трем. И трем, пока у нас полностью равномерно всюду маркер не начнет стираться. Вот, видите, у меня маркер сразу всюду стерся. Значит, что у меня плоскость хорошо сведена. Ножи заточены, острые. Следующий этап. Есть у нас вот решеточка вот такая. Со временем, вот здесь вот, когда ножи крутятся, вот, они крутятся по поверхности, вот так. Вот так они по центру крутятся. Мало того, что сами ножи разъедаются, так сама вот эта привалочная по кругу плоскость, она тоже как бы выедается. И тут выемка получается. И вы же каждый раз по-разному ставите. Иногда может лучше мясорубка крутить, а иногда хуже. Это связано с тем, что один раз вы одной стороной поставили, а другой раз другой стороной поставили. С одной стороны может быть лучше привалочная, а с другой может быть хуже. Что для этого? Просто зарисовываете вот так полностью все маркером. Вот так зарисовали, полностью всю поверхность вот так зарисовали маркером. И когда вот вы зарисовали, все, берем вот тоже вот так на наждачку и вот так по кругу, круговыми движениями натираем. С другой стороны делаем то же самое. Вы же будете путать, какой стороной ставить. Поэтому каждый раз вот надо, чтобы с двух сторон привалочная была идеальная. Вот, чуть-чуть мы потерли, смотрим. Вот даже вот здесь видно, уже выработка есть. Вот там, где темные места, там наждачка не достает. Где светлые места, наждачка достает. Соответственно, еще раз прорисовываем маркером, закрашиваем. И еще продолжаем круговыми движениями, время от времени переворачивая вот так, осуществлять полную шлифовку, пока у нас полностью вся поверхность не станет абсолютно блестящая. Все, решеточку подготовили, ножик у нас вот острый. Следующий этап — это момент сборки. Вот мы начинаем собирать. Казалось бы, решетка все подогнана, идеально вышлифована, нож хорошо вот здесь на поверхности лежит. Жилкам проскакивать некуда, мясу проскакивать некуда, должно все работать. Но есть еще маленький нюанс. Вот мы собираем, ставим нашу решеточку, оп, обязательно в пазик, чтобы все стало в пазичек, оп.
И теперь закручиваем. Вот так. Все, вот хорошо зажали, все, она дальше не идет, вот максимально затянули. И мы думаем, что у нас все отлично, да нет, это так не работает. Есть еще один нюанс. Мы начинаем крутить, у нас опять мясорубка не хочет нормально фарш делать, все пережевывает. Мы такие, что же такое, ножи заточены, решеточка у нас подогнана, все вышлифовано, а крутить мясо не хочет. В чем же проблема? Проблема заключается в том, что вот посмотрите, сейчас ближним кадром покажу. У нас при полной, вот видите, при полной затяжке, все, дальше тянуть некуда, уже полностью все село. У нас вал гуляет со временем, мясорубка изнашивается, и у нас вал гуляет. И получается в этот момент, когда вы крутите, вот начинает мясо поступать, какие бы у вас плоскости, ножи острые там не были, у вас оно вот так, вал оттягивается, соответственно, вместе с ножами в сторону, и между ножами и вот этой решеткой образуется щель. И вот как раз мясо начинает там застревать. Для этого очень просто. Не надо ничего там сантехничить, не надо там ничего варить, там болгарить. Это все, даже любая домохозяйка, любой человек без всякого инструмента сделает. Этот ремонт специально показан таким образом, чтобы мог быстро сделать каждый, когда надо срочно подкрутить мясо. Берете обычную даже резиновую или силиконовую прокладку, 3/4 дюйма, вот она. И одеваем ее с этой стороны на вал. Иногда может потребоваться при суперсильном износе до 2 таких прокладок. Вот, одеваем ее. Опа. Все, вот так оно у нас должно выглядеть. Если вал сильно изношен, иногда вот можете 2 одеть. Вот теперь мы эту прокладку вот так поставили, одеваем. Все, обратно собираем мясорубочку. Вот, подсобираем, в пазик все ставим, вот так. И видите, у нас уже вот эта часть, видите, вот сама решетка, она выступает от корпуса. И это говорит, она не утоплена, как была первый раз, а выступает. И, соответственно, вот эта гайка, она будет уже прижимать именно решетку к ножам, благодаря чему у вас будет нормально, плотно нож прижиматься к решетке, естественно, перерезать, а не перетирать. Вот, видите, до конца. Мы даже не можем докрутить, уже уперлась. И смотрите, от люфта, вот, показываю, от люфта и следа не осталось. Одеваем. Здесь я знаю, что на многих мясорубках есть, но здесь уже микродоработка, вот такую гайку себе сварил, потому что ручка постоянно спадала, просверлил, нарезал резьбу и вот такую самодельную гайку сделал, чтобы ручка не спадала, чтобы было комфортно работать. Вот так затянули. И вот смотрите, как туго ходит. Ай, блин. Вот. Если вот отпустить немного, вот, свободно ходит. Но если сильно свободно ходят, ножи могут проскакивать. Поэтому вот так среднеплотно вот так раз, уперлась и хорошо. И вот так начинаем крутить. Все. Теперь у нас мясорубка будет выдавать идеальный фарш, без мороки, без жилок. Ну, имеется в виду, что жилки не будут наконец-то на этих ножах застревать. И у вас все будет отлично. Надеюсь, видео было полезным. Сделать может каждый. Ничего сложного. Копеечный круг. Прокладка за копейки. И у вас мясорубка как новенькая будет работать и служить долгими годами. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте палец вверх. Пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.